Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радекин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Киев хочет отказаться от индийского дистоплива из-за российских молекул. По данным ЭКНОР, в августе Украина импортировала 119 тысяч тонн дизеля из Индии, порядка 20% всего закупленного дизеля. Борис Леонидович, а с чем связан вот такой громкий отказ, с учетом того, что неделю назад мы читали о том, что Украина переходит на дизель из Индии. И как они собираются это отслеживать на трейдинге? Они будут какую-то молекулярную фабрику ставить, чтобы улавливать молекулы тоталитаризма? Или как они это вообще себе видят? Здесь, конечно, речь не столько про энергетику, сколько про политику, которая в последнее время стала крайне замысловата. Мы все живем по новому такому принципу, весь мир театра, мы застряли в цирке. Напомню, что совсем недавно некто Дональд Трамп решил, что дополнительные пошлины на индийские товары вводить необходимо, поскольку Индия все еще не отказалась от закупок дешевой российской нефти. Так было сформулировано. Можно заняться подробностями, насколько российская нефть дешевая. Все весьма и весьма относительно, особенно с того момента, когда неувядающий спортсмен по сидению на 25 стульях одновременно Дон Эрдоган увеличил объемы импорта российской нефти, в связи с чем российская нефть подорожала для Индии. Наши нефтяные компании вежливо поинтересовались, какая скидка, если у нас здесь в разы короче транспортное плечо и с ценами все в порядке. Но это отдельная история. Индия, как известно, на этот шантаж не пошла, не согласилась. Дальше начались истории с саммитом ШОС, с никому неизвестными переговорами в рамках БРИКС, исключительно в онлайн-режиме, без особых подробностей, о чем договаривались. То, что Индия поставляла нефтепродукты, произведенные из российской нефти в страны Евросоюза, это видно, это по статистике очевидно. В разы подскочили объемы поставок, возникли соответствующие проблемы у нефтеперерабатывающих заводов в Европе. Э, Несмотря на то, что нефтепродукты вот с таким транспортным плечом, то есть из России сначала доставили нефть, переработали, потом практически на такое же расстояние доставили готовые нефтепродукты, стоимость все равно дешевле, чем в Европе, где морские поставки из России запрещены вообще. Ну, так получается. Наше возмущение, что индийский дизель пошел на Украину, понять можно с эмоциональной точки зрения. С другой стороны, нефть российскую покупают не только государственные, но и частные нефтеперерабатывающие заводы в Индии. И диктовать им, как вести бизнес, конечно, очень хочется, но согласимся, что не может. Как они считают нужным, так и зарабатывают. Жест со стороны главы киевского режима Зеленского, это, на мой взгляд, попытка понравиться заокеанскому владельцу, хозяину. Мы вот тоже сражаемся с Индией изо всех сил, как умеем, и не будем покупать у них вот такой огромный объем дизельного топлива. С учетом того, что объем поставок российской нефти в Индию 1,7 миллиона баррелей в сутки, э, полученные, поставленные на Украину 190 тысяч тонн дизеля, это, конечно, огромная величина, огромное значение. Там сейчас вся Индия рыдает, все 1,5 миллиарда человек ходят с платочками. Ни на что это на самом деле не влияло. Ну, был вот такой рынок сбыта у индийских предпринимателей. Найдут еще какой-нибудь, ничего страшного не произойдет. Вопрос, почему, собственно говоря, киевскому режиму потребовался такой объем дизельного топлива импортировать, ответ тоже известен. Случились какие-то неприятности с нефтеперерабатывающими заводами, они и так толком не работали, их было всего два. После 2014 года в советские времена было больше, но что-то было разрушено, что-то было остановлено, что-то неудачно продано, что-то находится на тех территориях, которые вернулись в состав России. Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, там, будет он восстанавливаться, какие деньги, кто рискнет вкладываться с учетом того, что нам необходимо остужать экономику, сказать сложно. На Украине было два нефтеперерабатывающих завода, их не стало.
Мало того, возникли проблемы еще и на нефтяных причалах Одесского морского порта. Ну, Одесский морской узел, наверное, так правильно называть, потому что есть порты и в Измаиле, и в Очакове, и самые разные варианты. Еще одну проблему киевский режим создал себе сам, вмешавшись в работу магистрального нефтепровода «Дружба». Здесь вот ну, традиционные европейские ценности, известный писатель Мазох, вот, он тоже, видимо, в какой-то набор этих ценностей входит. Э, Известно, что с 22 года прекращены поставки российской нефти в Европейский Союз, кроме тех стран, которые получили для себя исключение. Это прежде всего Венгрия. Но поскольку маршрут нефтепровода «Дружба» южной ветки проходит так, как проходит, под то же исключение попала еще и Словакия и Чехия. У всех трех перечисленных стран морских границ нет, возможности поставлять любое другое топливо отсутствуют как таковые. Долго боролась за то, чтобы получать нефть по другим маршрутам Чехия, она смогла этого добиться. Проложены новые нефтепроводы, идущие со стороны Италии, расширенной мощности и так далее. Можно говорить о том, что этим занимается Чехия, но поскольку оба нефтеперерабатывающих завода в Чехии принадлежат польской государственной компании, будем считать, что вот Польша сделала, что могла. Она молодец. Словакия и Венгрия, которые получили исключение, получили его с оговорками. То, что получено из российской нефти, нефтепродукты имеется в виду, запрещено поставлять в другие страны Европейского Союза. Больше того, в этом же пакете санкций, к сожалению, не помню номер, их там в последнее время все больше и больше, разрешение было дано поставлять нефтепродукты только на Украину. Вот, европейским по белому. Проблема, почему поставлялось именно дизельное топливо, ну, тоже не бином Ньютона. Нефтеперерабатывающие заводы и в Венгрии, и в Словакии строились в комплекте с нефтепроводом «Дружба», то есть изначально технология была заточена под переработку нашего флагманского сорта «Юралс». Достаточно большой выход дизельного топлива, больше, чем выход бензинов всех видов. Соответственно, бензин, производимый из российской нефти, уходит внутрь. Внутренний рынок и Венгрии, и Словакии достаточно большой, и те объемы, которые получали из нашей нефти, спокойно у себя и усваивали. Выход дизельного топлива больше. Ну и что с ним делать, вот с этим выходом? Тем более, что написано, что разрешено продавать только на Украину. На Украину продавали охотно, потому что платит Брюссель, деньги вполне приличные, можно не беспокоиться, что будет какая-то украинская традиция, там, денег не заплатить, еще что-нибудь сделать. Все было в полном порядке. Пока не начались налеты на магистральный нефтепровод «Дружба» на российской территории. На всякий случай напомню, что маршрут южной ветки Россия, Белоруссия, Украина, Словакия, далее Венгрия. Были проблемы с тем, что Киев вводил односторонние санкции в отношении компании «Лукойл», которая ни в каких санкционных списках не значится, но тем не менее Киев решил, что нужно делать вот так. Это происходило летом 24 года. Коллизия была решена чисто юридически. С момента пересечения нефти, идущей по трубопроводу границы Беларуси и Украины, товар становится венгерским. Именно по этой причине, мне кажется, никаких событий с нефтепроводом «Дружба» на территории подконтрольной Киева не происходит. Потому что здесь нанесение ударов – это нанесение удара по европейской нефти. Собственность переходит от российских компаний в собственность компании МОЛ, венгерской государственной. Она же оплачивает транзитные услуги Украины. Соответственно, удары по нефтепроводу «Дружба» на территории Украины – это удары совершенно конкретно по европейскому имуществу. На это Киев пойти не мог, он стал направлять обломки в сторону нашей территории. Несколько раз получалось удачно. Транснефть в рекордные сроки восстанавливала работу, поставки продолжались. Картина была, ну, действительно в режиме Мазоха. Украине не хватает дизельного топлива, она прерывает поставки нефти, из которой это дизельное топливо производят. Ну,
кроме как цирком, назвать это нельзя. Какую-то помощь сами себе они оказали, закупая индийскую нефть, сейчас еще и от нее отказались. Не нефть, извините, дизельное топливо. Что еще придумывают в Киеве? Ну, в принципе, была достаточно неплохая команда КВН, шутки у них в запасе есть, может быть, еще что-нибудь придумают, будем наблюдать. То есть сначала прерываем поставки дизельного топлива из Венгрии и из Словакии, добиваясь сложности с поставками нефти, из которой, собственно, нефтепродукты производят. Начинаем импорт из Индии, услышав новые веяния из океана, прекращаем закупать у Индии. Там уже раздаются слова о том, что будет организована специальная лаборатория, которая будет исследовать каждую молекулу дизельного топлива, но это уже европейские ценности. Совсем недавно датский премьер выступал с инициативой о том, что необходима отдельная лаборатория или необходимо заставить всех поставщиков трубопроводного газа доказывать, что это не российский газ. То есть, видимо, будут выдавать паспорта каждой молекуле или еще как-то спектральным анализом заниматься. Ну, вот такое веяние есть. Киев решил поддержать. У вас будет лаборатория для исследования молекул природного газа, а мы сделаем лабораторию для исследования молекул дизельного топлива. Потому что Киев – это Европа. Ну, вот, как-то так. То есть Киев одновременно и Соединенные Штаты, потому что сопротивляются поставкам из Индии, Киев одновременно и Европа, потому что желает лабораторные исследования проводить, ну и так далее. Ну, сколько это может продолжаться, к чему это может привести, если хоть немного верить голосам с той стороны ленточки, вроде бы там действительно начинаются проблемы с дефицитом дизельного топлива. Ну, хорошо, если это так. Конечно, этот дефицит можно значительно усилить, если заняться модернизацией железнодорожного транспорта Украины, но по-прежнему этого не происходит. Если происходит, то одноразово. Работа должна быть системной, модернизация требует усилий организационных, инвестиций, железо дополнительное необходимо, другие металлы, химические вещества, но мы это делаем в режиме какой-то компанейщины. По каким причинам, не комментирую, все вопросы, будьте добры, отправляйте в организацию, которая занимается модернизацией украинской промышленности и ее территории. Борис Леонидович, а как на все это реагируют Китай и Индия как основные покупатели, Индия как переработчик российской нефти? Вот на все это происходящее. Ну, комментариев с той стороны не поступало. Комментарии из Нью-Дели по поводу инициатив Трампа вводить 50% пошлины. В принципе, напряжения в торговых делах возникли и без закупок российской нефти, потому что если отбросить дополнительные пошлины, то введение пошлины на 25% ну, тоже нельзя назвать дружеским шагом со стороны Соединенных Штатов, но это вроде бы Индия еще как-то стерпела, а когда последовало еще такое же увеличение в связи с закупкой российской нефти, отношения стали хуже, с одной стороны. С другой стороны, ну, хочется, конечно, выразить большую благодарность Дональду Фредовичу за то, что он нам помогает развивать отношения с Индией, поддерживает наш военно-промышленный комплекс. У Индии были какие-то размышления о том, что надо закупать американские системы вооружения. Сейчас этих мыслей нет. Ну, молодец, Дональд Трамп, Дональд Фредович. Я присоединюсь ко всем тем, кто считает, что он заслуживает премии, Нобелевской премии мира. Приблизительно такие же слова он услышал и из Пекина. Это его замечательное предложение Трампа в адрес Европейского Союза. Если вы хотите, чтобы Соединенные Штаты вводили новые серьезные санкции в отношении России, будьте добры полностью отказаться от российских углеводородов и введите пошлины против китайских товаров. Ну, Дональд Трамп, конечно, выступал по-английски, на английском языке. Переводчики старались, переводя каждое его слово, хотя можно было бы свести до более короткого. Господа европейцы, убейтесь об стену. Потому что одновременно отказаться от российских углеводородов, то есть от газа, нефти, нефтепродуктов, и ввести пошлины на китайские товары, ну, это экономическая смерть Европы. Тем не менее, это предложение раздалось и ответ из Пекина, вежливо, по-китайски.
предложили отправиться в самые разные стороны, сообщив о том, что Китай сам решает, с кем и как ему вести торговые дела, ни в каких военных действиях он не участвует, и в случае продолжения давления на Китай вынужден будет ввести ответные меры. Ответные меры, ну, Соединенные Штаты сами этого добивались, может быть, они не поняли до конца, что они делают, передавая лицензии на переработку, обогащение руд редкоземельных металлов. Ну, теперь, наверное, пора задуматься. На всякий случай, для тех, кто не в курсе, напоминаю, что Китай все эти технологии не воровал. Они были аккуратно выкуплены и сейчас используются с пользой для себя и для всех тех, кто понимает, что с Китаем надо вести взаимоуважительные отношения. А нехватка редкоземельных металлов, которая может состояться, если торговая война с Китаем будет продолжена, она отнюдь не иллюзорна, а это проблемы в производстве, в том числе и военной техники высокотехнологичной. Так что здесь вот такой сюрприз. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях, это тоже поддерживает наш проект. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.